Good morning. Так же, как и Mortal Kombat в свое время был синонимом Сеги, Tekken ассоциировался с Сонькой. По крайней мере у тех из нас, кто играл в драчки. После однобокой четвертой части Намко решила воспрять духом и вернуться к истокам. Пятая часть вышла на консолях на следующий год после аркадного релиза в 2004. Но вопреки обычной схеме аркада-консоль, соневский порт был не последней версией. Для автоматов было выпущено обновление 5.1, где был изменен баланс некоторых персонажей и прочие мелкие фичи. Еще была версия 5.2, она же Dark Resurrection, но про нее потом. Сегодня чисто пятый Tekken. Начиная со вступительного ролика, сюжет разворачивается там же, где и закончилась последняя игра, в храме Хонмару. Как мы помним, Devil Jin сломал потолок и улетел во свояси, оставив отца и деда. Корпорация G засылает в храм дивизию жеков, что мы и видим по ходу дела. В пылу битвы Казуи оставляет Хача на растерзание роботов, а сам бросается на утек. Жеки взрываются, разрушая тем самым древний храм. Под храмом спал отец Хача, дед Казуи и прадед Джина, Джинпачи. Дедушка был во втором Теккене. Стоп, но я его там не помню. Потому что он в земле лежал, а Ванг к нему в гости приходил. Также дедушка становится организатором пятого турнира Железного Кулака и задается целью уничтожить все сущее. Сюжет не имеет никакого смысла. Джин после событий на Хонмару возвращается к себе на Якусиму. Но ген демона не дает ему покоя, и тот решает принять участие в новом турнире, чтобы искоренить это зло в себе. Джин вообще, по сути дела, виноватый всю игру ходит, потому что когда он начинает беситься, он становится демоном. А когда он не в себе, то и творит все бездумно, от чего впоследствии его душа страдает, якобы. Как бы то ни было, Джин встречается с дедушкой, однако ни один, ни другой друг друга не узнают. В ходе битвы Джин побеждает и становится главой Мишими Заибацу. Казама Заибацу. Зло повержено, турнир завершен. Впрочем, ничего нового. Отличительной чертой режима истории пятой части является наличие катсцен у 4 и 8 этапов. Казалось бы, но добавили их и что? А то, что теперь мы можем наконец-то видеть взаимосвязь между персонажами. И не просто то, что все и так знают, как вражда сестер Уильямс или взаимная ненависть электриков, а другие интересные моменты, которые ранее не были доселе известны. Ведь по сути дела не все участники турнира между собой пересекаются. Картиночные заставки с унылым текстом никуда не делись, ровно как и бодрые CGI концовки. В любых файтингах, если идет рассказ линии одного персонажа, то в 95% случаев считается, что он победил. Канон, не суть. Здесь же, если проиграть в сюжетном бою, то можно увидеть другую катсцену, которую при победе мы не увидим. Don't sweat it. When I win, prize money is yours. Но такой прикол есть не у всех персонажей. Все эти аспекты проливают больше света на сюжет игры и взаимоотношения героев. Потому что по факту уходит, что все бойцы на турнире, которые как мероприятие рассматриваются крайне условно, друг друга-то толком и не знают. Как придумали в первом Теккене, так все и осталось. Это уже с вводом новых персонажей их начинают приплетать к старым, чтобы история двигалась своим ходом. В пятой части у нас солидное прибавление в строю. Особенно в сравнении с четверкой, где было всего 2 новых персонажа. Здесь у нас 3, всего 3. Это Фенг, Блейд и Джинпачи. Фенг, мастер китайского кэмпо. Рейвен, который прикидывается неким шпионом, но все мы знаем, что это Уэсли Снайпс.
Когда у японцев из Намко спросили по поводу Блейда в игре, те сразу стали отговариваться, мол, это чистое совпадение, что персонаж похож на киногероя. Конечно. Если в новом кулаке появится какой-нибудь боец стиля Винь Чунь, я не сильно-то удивлюсь. Скорее буду рад. Также у нас есть Аска Казама, додумывая из фамилии, копирует стиль матери. Ну а все остальные старые и новые участники турнира пришли из второй части. Как уже можно понять, Tekken 5 это привет из прошлого. То же самое можно сказать и про перемещение в бою. Идиотия прошлой игры канула в лету, на замену вернулась улучшенная механика прошлых частей. Ходим во все стороны, прыгаем, приседаем, все работает четко и по делу. Как обычно, всем старым персонажам добавили пару новых приемов и продолжили махинации со стенами. Харада и его команда знала, что нужно развивать то, что есть, а не бежать, куда глаза глядят. Все традиционные игровые режимы на месте. Тренировку вернули в свой прежний вид. Аркадный режим стал что ни на есть настоящим. В игру ввели систему рейтинга, и теперь всех игроков можно было разделить по уровню игры, в зависимости от их ранга, дана. Сейчас это есть в каждом железном кулаке, но 10 лет назад это было в новинку. Подумай только, пятая часть уже 10 лет, а чувство прогресса в последних играх серии совсем не ощущается. На то возможны миллионы причин, от отсутствия идей, куда двигаться дальше, до достижения полного идеала. Оставим это на усмотрение японцев. Tekken Force в который раз претерпел изменения. В отличие от предыдущих вариаций, здесь упор идет на сюжетную ветку Джина, и ни за каких других персонажей поиграть в этом режиме не удастся. Devil Within решил абстрагироваться от обычной схемы файтинга, став этакой бродилкой. Мы по-прежнему можем комбить джагла, однако никаких конкретных ударов нам сделать не удастся. Львиную долю времени занимает муторная беготня и километровые прыжки по одним и тем же локациям, которые сами по себе ничем особым не интересны, как и битвы с боссами. Последние бы хорошо подошли в каком-нибудь слэшере, нежели файтинге. Как и сюжет Devil Within в виде 3 строк скучного текста. Тоску разводит веселый ремейк темы Джина, которая наигрывает безумолку раз за разом. И напоследок у нас остается режим кастомайза, он же гардероб. Если вам надоели обычные костюмы бойцов, то теперь их можно поменять, перекрасить или добавить некоторые детали. Спасибо экзибиту. Но как ты открываешь новые шмотки за деньги? А деньги где брать? Да везде, хотя бы в том же аркадном режиме. После каждого боя нам будут давать некоторое количество золота. На вещички-то не особо дешевые, и чтобы одеть хотя бы одного героя, придется прилично посидеть за игрой. Но ведь это не сама цель, а всего лишь поощрение за потраченное время. Также есть раздел Arcade History, где лежат первые 3 части Теккена в виде аркадных версий, разбор которых я уже делал в рамках передачи Tekken Time. Внешний вид игры тоже претерпел изменения, на сей раз в лучшую сторону. Картинка теперь более яркая и радужная. Даже в темных локациях все предельно видно. В игру вернули бесконечные локации, не забыв добавить кучу новых и интересных со стенами. А также мои любимые с животными, будь то пингвины на фоне овцы или рыбы. К без того чудаковатому файтингу добавляют такой градус. Побольше бы такого. Акцент с инноваций сместился к деталям, как ведет себя окружение, как ведут себя персонажи на экране. В разных ситуациях и при неочевидных исходах происходят чудовищные события, но до таких ахтунгов им, слава богу, пока далеко. Персонажи похорошели в большинстве своем, Йошимицу больше не бабочка, но эти усы уло... Саундтрек в игре просто космос. Видимо, новых композиторов наняли не музыка, а мясо. Орущие гитары, звонкие национальные инструменты. Все это вперемешку с ритмичным басом. Динамика просто зашкаливает. Особенно, когда у тебя есть 90. Здесь есть все на свете, от стандартных сбивок на барабанах и собачьего рэпа до эмбиента уровня из комбата и драйва Destruction Derby. Неудивительно, что игра затягивает, ибо музло качает.
На удивление публики, Джинпачи, главарь 5-го турнира, умеет кидаться фаерболами и является неиграбельным персонажем, причем такое впервые в серии. В Теккене появилась валюта, а это значит, что грядут бесконечные покупки ради покупок. Нужно больше золота. Собственно, все так и есть. За деньги, полученные в боях, мы покупаем новую одежду для своих бойцов. К примеру, за прохождение Devil Nazivina дают целый 1 миллион, в то время как за один бой в аркаде в среднем пару тысяч. Но это не та игра, где нужно фармить деньги, повторюсь, здесь это не самоцель. В той же мини-игре за Джина в одной из локаций можно найти фигурку космического корабля, после чего в Arcade History появится новое поле со стрелялкой Starblade, в демо которой мы играем после запуска консоли. То есть это 5 игр в одной, не считая сам 5-й кулак. Начиная отсюда серия пошла в разнос. Намка стала выпускать Текен на всем, чем можно и нельзя. Доходит до смешного. В будущих выпусках вы обо всем узнаете. 5-й Текен – отличная игра. Она смогла снова вернуть старых игроков и привлечь новых. Это стало началом падения некогда великой серии файтингов. Как это получилось и к чему это привело, узнаем в следующий раз. Это была передача Tekken Time, целью которой стоит развить и привлечь больше игроков в русскоязычное сообщество Tekken. В следующий раз продолжение эпопеи 5-го кулака. Будет много всего интересного. Подписывайтесь на мой канал, ставьте большие пальцы вверх и покажите друзьям это видео. До встречи!